Привет, друзья! Недавно я записал видео о том, на какую камеру снимать начинающему блогеру. На меня подписалось больше 100 человек. Спасибо! Я очень ценю ваше доверие. Я думаю, многие из вас хотят не просто снимать видео, но и зарабатывать на своем творчестве. И сейчас я расскажу, сколько же YouTube платит нам, блогерам, за наш труд. На YouTube есть два основных способа заработать деньги. Первый способ – это видеообъявления, которые YouTube, а точнее Google, сам подбирает и показывает твоим зрителям. И когда говорят о монетизации канала, обычно имеют в виду именно вот эти вот видеовставки. Второй способ – это рекламные интеграции. Они доступны только крупным блогерам с десятками и сотнями тысяч подписчиков. Блогер сам договаривается с рекламодателем и рассказывает о продукте. Это основной доход блогеров, но до него еще надо дорасти. И о том, сколько платят за интеграции, я расскажу в конце этого видео. А сейчас мы сфокусируемся на обычной монетизации от YouTube. И чтобы тебе ее включили, тоже надо постараться и выполнить ряд условий. Изначально на YouTube не было никаких правил, и реклама показывалась на новых каналах сразу. Ты выложил видосик, разослал ссылку друзьям и уже заработал несколько центов. И это очень воодушевляло. Но со временем YouTube стал одной из самых крупных рекламных площадок в мире. На нее пришли крупные рекламодатели, и оказалось, что у них есть свои требования к контенту. Важной вехой на этом пути стал скандал с американским блогером Логаном Полом. Сейчас, кстати, у него больше 20 миллионов подписчиков. Как-то раз он отправился в один очень известный японский лес и снял спорное видео, показав все в мельчайших деталях, и приправил это своим фирменным юмором. Видео собрало миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Но оказалось, что рекламодатели не хотят видеть свою рекламу в подобных роликах. А соответственно, YouTube должен как-то проверять контент пользователей перед показом рекламы. Каждый день на YouTube публикуется около миллиона часов видео, и все их проверить совершенно невозможно. Поэтому платформа ввела минимальные требования к каналам, отсекая большинство контента от проверок и монетизации. Для включения монетизации необходимо набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров в год. То есть каждый день твои ролики должны смотреть по 11 часов. На самом деле это не так уж и много, это 123 просмотра по 5 минут. Также надо подтвердить свой платежный адрес. Для этого YouTube высылает тебе настоящее бумажное письмо с пин-кодом, которое необходимо ввести на сайте, но это несложно. На своем канале монетизацию я смог включить только через год. Я не знал, что видео надо снимать регулярно, не знал, как правильно оформлять заголовки и как найти подходящие теги. Первые мои видео вообще без тегов были. Это провал. Сейчас опытные ютуберы рекомендуют выложить 8 видео. Каждые 2 дня по одному видео. 6 роликов соберет сотни просмотров, 3 больше 1000 просмотров, одно выстрелит. Но не сразу. Успешные видео начинают набирать просмотры только через месяц или даже через 2. Так что не стоит сразу опускать руки, если просмотров мало. Итак, тебе включили монетизацию. Теперь каждый раз при загрузке ролика тебе предстоит проходить небольшой опрос. Есть ли в твоем видео ненормативная лексика, контент для взрослых, сцены насилия, вредные и опасные действия, наркотики, оскорбления, оружие или деликатные темы? Причем на каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Например, если у тебя есть ненормативная лексика, то какая она? Грубая, но цензурная или вообще не цензурная? Теоретически на каждое видео может найтись свой рекламодатель. Но если у тебя вот ничего из вышеперечисленного нет, то рекламы будет больше. Что значит больше? В коротких роликах есть рекламные паузы в начале и в конце. В роликах больше 8 минут можно добавить рекламные паузы в середину. Но не факт, что в эту паузу пользователю покажется реклама. У многих стоит AdBlock или просто зритель не интересен рекламодателю, поэтому на 1000 просмотров будет примерно 500 рекламных показов. Это хороший результат. Цена одного рекламного показа зависит от темы твоего видео и самих зрителей. Например, ты борешься за гражданские права или просто показываешь красивых девушек. Тогда за рекламу будут платить где-то $1-2 за 1000 показов. Другое дело, если ты обучаешь зрителей чему-то. Самая дорогая тема – это про бизнес. За это будут платить уже от $10 за 1000 показов. Также цена зависит от самих зрителей. За просмотры из России платят меньше, а за зрителей из Европы и Америки побольше. Это и понятно, зарплаты там совершенно другие, люди могут позволить себе купить гораздо больше и, соответственно, они более интересны для рекламодателей.
Это был очень долгий путь. Я снимал видео про жизнь в Москве, в Краснодаре, и про свои любимые парки, и про небольшие поездки выходного дня в горы. Это темы не совсем хайповые, да и на ютубе никто такого не ищет. То есть я не попадал ни в поиск, ни в рекомендованное. И первый раз мне повезло, когда я снял монстрацию в Москве. Монстрация — это такое смешное шествие с абсурдными лозунгами родом из Новосибирска. В 2019 году оно выросло и, как это говорят, на федеральный уровень и проводилось в нескольких крупных городах. Тема была горячая, и много ребят из ВКонтакта хотело посмотреть, а как же оно прошло в Москве. И в первый день меня посмотрело около 7000 человек. А летом я отправился в Грузию на машине. Вот, кстати, тут будет плейлист с видео из Грузии. Я долго планировал эту поездку, но так удачно совпало, что перелеты в Грузию закрыли, и тема была на слуху. Ее искали в интернете. Я подошел к этим съемкам очень серьезно и выкладывал по 3 видео в неделю, и уже через месяц мне включили монетизацию. А уже через год, буквально на днях, я собрал на своем аккаунте AdSense минимальную для выплаты сумму $100. Ура! А для себя я сделал вывод. Если ты начинающий блогер и никому не известен, очень важно делать видео под конкретные поисковые запросы. Выбирать надо те, у которых большой поисковый объем и небольшая конкуренция. Подсчитать вручную это практически невозможно. Даже чтобы посмотреть теги к чужим видео, надо долго искать их в коде страницы. И мне очень помог сервис vidIQ. Он показывает объем, конкуренцию и подсказывает подходящие теги. Ссылка на него будет в описании. Друзья, теперь мы знаем, что для создания успешного канала надо много и регулярно снимать, учиться монтажу и обработке звука, разбираться в тегах и делать интересные обложки. И возникает вопрос, а стоит ли вообще игра свеч? И я думаю, что свой канал на YouTube это не заработок, а прежде всего возможность найти единомышленников, рассказать о своем творчестве или обучить своих зрителей чему-то новому. А если все сложится удачно и ты соберешь большую аудиторию, то сможешь договариваться о рекламных интеграциях. Именно они приносят блогерам больше всего денег. Небольшая интеграция, например, у Максима Каца, стоит 100 тысяч рублей, а у Кати Коносовой 200, а у Мамикса 1,5 миллиона рублей. Цифры, конечно, огромные, но не стоит забывать, что на таких крупных блогеров работает целая команда, которой тоже надо платить. И резюмируя, я скажу, создавать свой канал ради денег не очень хорошая идея. Надо действительно верить в то, что ты делаешь. Надеюсь, это видео было полезным. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь и всем пока!